Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на своем канале «Мое хобби и не только». Сегодня я к вам с новой работой. Это жакет. Жакет связан из пряжи Alize Angora Gold. Рукава связаны в технике бриош. Сейчас я вам все покажу. Посмотрите на мой жакет. Вязала я его платочной вязкой, все одни лицевые петли. Рукав техника бриош, пышный рукав, специально такой рукав делала, большой. Пояс. Японское плечо, еще раз скажу. Так хорошо легло. Раз на столе я вам расскажу коротко, как я его вязала. Alize Angora Gold, 550 метров в 100 граммах. Ушло у меня 3 моточка, вот от третьего осталось зеленого, один моточек горчично-желтый. Горчично-желтый такой яркий цвет. Получилось у меня где-то 380-350 грамм на этот жакет. 44-46 размер. Связав образец и сделав расчеты, у меня получилось в 10 сантиметрах 22 петли, в 1 сантиметре 2,2 петли и 48 сантиметров от плеча до плеча я набрала 110 петель. 110 петель, распределив по 37 петель это плечо, 37 сюда, 37 сюда, 36 горловина. И вязав по 2 петли поворотными рядами, я формировала скос плеча, плечо. Провязав все эти 110 петель, 10 сантиметров я вязала по спинке. Оставив это вязание, я перешла на полочки. Ну, это техника японское плечо. Это так оно и вяжется, формируется. Но на полочках я начала убавлять, когда сделала прибавки. Набрала я от этого плеча 37 петель на полочку. И начала убавлять, убавки делать в каждом 4-м ряду на формирование скоса горловины. Вот у меня скос горловины пошел. Когда я вывязала до пройм, я вязание соединила и уже вязала 2 полочки, спинку вместе. Но так как у меня жакет такой с поясом, то все равно ряды поворотными рядами я вязала. Длина изделия 58 сантиметров, ширина изделия 50 сантиметров. По пройме я делала прибавки на рукав, набрала петли на рукав и сделала пройму вот 5 петель плюс подрез. Рукав я уже вязала в технике бриош. Техника бриош — это английская резинка, только смена цвета нитки каждый ряд в круговую. Рукав вязан в круговую. Я набрала 97 петель, чтобы пышный был, широкий рукав, воздушный. Он так и получился, такой воздушный, большой. Ушло 97 петель.
Я никуда не убавляла, ничего. Вязала 46 петель рукав и убавила только на манжет. Каждые 2 петли я убавила. Но немножко нет, не каждую, потому что я убавила, у меня получился манжет 54 петли. И тоже вывязав, уже здесь вязала этими в круговую, поэтому ряд лицевыми петлями, ряд изнаночными. Манжет. Потом по краю изделия я набрала на планку и вязала уже вот такой шалевидный воротник. Здесь я набирала покромочно в каждую кромочную. Раз, два, три, 2 петли. Раз, два, три, 2 петли. Так я набрала. Потом я разделила эту планку до начала, где убавки на V-образную горловину. Потом и разделила это петли горловины. И уже воротник вязала тоже поворотными рядами, брав по 2 петли, чтобы он у меня получился вот такой шалеобразный. Вот он широкий здесь на шее и уже сюда, поворотными рядами. Вот так. Вот такое изделие у меня получилось. Друзья, спасибо, что заходите на мой канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я на все вопросы отвечу. Всем пока-пока.